Привет всем! Сегодня будем делать колбасу рубленую. Причем каждый из вас ее сможет сделать дома. Вообще не проблема. Это просто. Будем делать ее вареную. Ну, в моем случае я сделаю варено-копченую. Ну, а дома можно сделать просто вареную. Сложности с этой колбасой вообще никакой нет. Даже мясорубка не понадобится. Надо взять мясо из сырья. Что по сырью я беру? По сырью я беру окорок для этого рецепта и грудинку. 80% окорока, 20% грудинки. Все не жирное. То есть грудинка у меня полужирная, окорок вообще не жирный. Значит, мясо я сейчас на данный момент почистил, отжеловал, перебрал, помыл, посмотрел, поскольку я взял целый окорок, я убрал лишние куски, которые были сгустки крови, которые попались в мясе. И убрал хрящи, которые попадаются от костей. Когда с кости снимаешь, ты обязательно что-нибудь прихватишь. Это тоже убираем. И дальше по процессу мы это все будем нарезать вот на такие тонкие ломтики. 4-5 миллиметров. Сейчас нарезаем все наше мясо на пластинки. Вот на такие вот кусочки. И складываем в емкость. И окорок, и грудинку. Все, что в данный момент вы не используете, окорок и грудинку, лучше убрать и держать это все в холодильнике. Окорок, грудинку я вообще убрал даже в морозилку. Так будет легче мне ее нарезать. И на данном этапе мы сейчас нарезаем. А дальше все покажу. Кстати, если у вас есть слайсер дома, то можете им воспользоваться. Это будет намного легче. Аналогично перебираем грудинку и нарезаем его также ломтиками. Ну что, следующим этапом, когда порезали вы уже грудинку и окорок, теперь наступает момент, когда надо порубить вот эти кусочки. Измельчать мы не будем, изгаляться сильно не будем, а вот взяли немножко таким вот образом, порубили и дальше следующую партию. Когда рубите мясо, не совсем усердствуйте, то есть вам надо по возможности, что-то разойдется на кусочки, что-то нет. Но то, что будет, например, целыми кусочками, это тоже не страшно. Но не до фашизма. Мы разделили на две части, ровно пополам. В одну часть соединил грудинку с окороком. Сейчас будем вымешивать. Вымешивать я буду одну часть руками, но чтобы показать вам, что это можно сделать и руками, это без проблем. Хотя, когда готовил специи, смесь специй, я почувствовал, что я маханул, что ничего не понадобится. Все равно какие-то весы вам понадобятся. Во-первых, завесить мясо, которое у вас получилось. Мясо-то вы порубили, а взвесить вам надо. Поэтому для этого вам все равно понадобятся весы. Плюс понадобится вам кофемолка.
это чтобы перемолоть. Почему? Можно взять уже готовые молотые специи, но я предпочитаю брать специи, которые сам перемалываю, так ароматнее получается. Значит, и готовите смесь приправ и соли. Значит, соль вы берете, можно взять на килограмм 20 грамм просто поваренной соли, а я же взял и уже соединил в смесь. Это 10 соли нитритной и 10 грамм соли поваренной. Также на 1 килограмм я беру 5 грамм сахара. Дальше я беру перца душистого полграмма, перца белого 1 грамм, можете взять черного перца 1 грамм. И чеснока сушеного 1,5 грамма. Наверняка у каждого в доме, на кухне это есть. Поэтому сделать вы это сможете. Сейчас перемешаю грудинку с окороком. Это у меня одна партия. И ее замешаю руками. А одну партию, чтобы не мучиться, я сделаю в фаршемесе. Ну, понадобится все равно весы и кофемолка понадобится. Ну, кофемолку можно заменить ступкой. Достал из холодильника все через холодильник. И начинаю соединять со специями. И вымешивать. Намешал я первую партию, получается вот такая вот консистенция из мяса рубленого. То есть оно тянется как волокна, вот. Мешал я где-то минут 12 до полной вот такой массы. Сейчас убираю эту партию в холодильник и буду вымешивать уже в фаршемесе следующую партию, соединять со специями. Вторую партию фарша я вымешал. Сейчас буду набивать шприц. Я буду делать шприцы. Я возьму фиброзную пленку, оболочку, и сделаю колбасу рубленую в ней. В моих предыдущих роликах есть уже сюжет, как я делал рулет в обычной пленке для запекания, в рукаве для запекания. Поэтому то, что вы можете это использовать, и то, что у вас все это будет нормально и все получится, это точно. То есть тут даже не заморачивайся. А я сейчас набиваю шприц и буду делать, соответственно, в колбасной оболочке. Если у вас есть шприц и вы что-то делаете с этим шприцом, старайтесь набивать его таким образом. И рулет, когда будете делать, старайтесь, чтобы у вас меньше воздуха было между кусками мяса. Тогда, соответственно, после того, как уже будет продукт готов, он будет выглядеть более приятным. А также, когда вы забьете уже до конца шприц, не забывайте смазывать края шприца, чтобы поршень ходил более плавно и ничто ему не мешало. Шприц мы наш уже заполнили. И есть такой нюанс. Не забывайте, когда вы нарезаете пленку, сразу подумать о том, в чем вы будете варить. Если вы даже делаете в рукаве для запекания, тоже прикидывайте диаметр и длину. Потому что немаловажно, поскольку варить мы будем в воде,
тут это главное не промахнуться. А то накрутите, а потом будете искать посуду, в чем это вам сварить. А сейчас нарезаем, я нарезаю пленку, оболочку фиброзную. У меня она бесцветная. И кладу на где-то 10 минут, чтобы она немножко у меня намокла. Ну, когда как, когда я это делаю, когда не делаю, то есть у меня под настроение. Сейчас вроде как время есть, но если вы нарезали, ее использовать надо в течение 30 минут. То есть если вы нарезали и намочили, вот все, что вы намочили, надо использовать в течение 30 минут. Поэтому сразу много не нарезайте. Она в процессе заполнения шприцом, она, если сильно намокает и вы стараетесь как можно плотнее набить оболочку, она бывает лопается. Поэтому не вижу смысла. Делайте постепенно. То есть если есть не горит, есть время, потихонечку. Колбаску накрутили. Сейчас отправляем в холодильник на плюс 2, плюс 4 на 48 часов. Ну, если торопитесь, есть желание и так далее, но минимум на 12 часов. А вообще на 48 часов на усадку, осадку надо дать колбаске полежать. Нашу колбаску рубленую достал из холодильника. Прошло 16 часов. Сейчас я буду производить отепление. Соответственно, вы у себя дома можете это сделать в духовке с конвекцией. То есть, что для этого надо? Включить температуру духовки на 30 градусов. Это будет у меня в камере. И при этой температуре и конвекции где-то минут 30, чтобы колбаса находилась, чтобы она отеплилась. То есть температура внутри батона поднялась. Если у вас есть термометр, соответственно, вставьте в середину батона этот термометр и до достижения 16 градусов будете переводить в режим обжарки. Соответственно, у себя я также буду переводить. Режим обжарки у нас при температуре 60 градусов, если нет у вас датчиков, приблизительно 40 минут. У себя я также буду по времени держать 40 минут. Значит, что у меня в результате должно получиться? Она должна поменять колбаса цвет, она должна быть более яркая стать и сухой. Вот два режима, которые надо вам произвести в духовке, а я буду у себя в камере. Вот что получилось после обжаривания. Батоны стали более яркого цвета, они стали розовее, и поверхность высохла. Теперь у нас идет процесс следующий – варки. Варить мы будем по классике в воде, но если же вы будете варить у себя в духовке, в плите, то не забудьте поставить поддон с водой, налить в поддончик воды и поставить в духовку эту воду, чтобы у вас поднять влажность в духовке. Соответственно, и выставите температуру 80 градусов. И будете варить, если у вас нету контроллеров, 45 минут. Процесс варки протекал у меня только исходя из огня. Я исходил из того, что ни у кого из вас нету приборов. Как я уже сказал, значит, я, поставив кастрюлю, включил на максимальный огонь. Через
7 минут, не дожидаясь, как вода закипит, я проанализировал температуру по приборам, убрал на минимальный огонь. И на этом минимальном огне у меня варилось 3 часа 10 минут. Вот этот диаметр моей колбасы, который я уже вам показал. Сейчас, соответственно, маленькую кастрюлю я уже выключаю. Но что хочу сказать. Почему я это все прокрутил? Прокрутил только из-за одного. Почему так долго, а не 45 минут? Это потому, что я контролировал не по приборам, а по огню. То есть поставили на максимальный огонь, через 7 минут убавили на минимальный и варим 3 часа 20 минут. Можно 3 часа там ровно. Именно этот диаметр. Если у вас диаметр вы сделали больше, то умножайте на 2. Это важно только для того и в тот момент, чтобы у вас в ваших батонах не было отека. Вот как видите, никаких отеков, ничего нет. Колбаса сварилась ровно, равномерно. Колбаску после варки я вывесил в сушку. И она у меня будет сейчас обсыхать и остывать до температуры до комнатной. Вообще, в вашем случае, в принципе, если у вас нет коптильни, вы уже приготовили колбасу. Вам только остается, чтобы температура ее опустилась до комнатной, а дальше уберете в холодильник на 5-6 часов. А дальше будете уже лакомиться. Но в моем случае, я сейчас ее в сушке, у меня она остынет. Температура у меня в сушке 12 градусов, не выше. Она у меня обсыхает, остывает, и дальше я буду коптить. То есть коптить я буду где-то часа через 2. То есть мне надо, чтобы она остыла, обсохла, и дальше уже пойдет процесс следующий. Встретимся на следующем процессе. Колбаску перевесил в камеру коптильную. Сейчас выставляю температуру 45 градусов. И как только в коптильне это достигнет эта температура, я начинаю коптить. Горячее копчение у меня будет где-то интенсивным дымом плотным в течение 1,5 часов. А дальше будем обратно перевешивать в сушку. После коптильни перевесил в сушку. Здесь будет находиться 12 часов при температуре плюс 12, плюс 16 градусов. Дальше буду перекладывать в холодильник на температуру плюс 4, плюс 6 градусов. Что, прошло 24 часа, и как раз приехал Саня в гости. Добрый день. Вот. Вернее, добрый вечер. Но уже ближе к ночи. Ну, да. Будем сейчас пробовать колбаску рубленую и как раз узнаем мнение Сани, как она получилась. Давайте ну что, узнаем. Давай. Да, она вся вкусная. Я так думаю. Ну что скажешь, Саш? Я пока ничего не могу сказать. Как получилось? Ты Мне кажется, чистил? шикарно. Нет, я так не почистил. Чистится не очень хорошо. Ну, Да. как и все рубленые ветчины, колбасы. Ну, на вкус это вообще не влияет. Да. Получилась ветчина-колбаса. Да. Но вот то, что она цельнокусковая, рубленая, вот из-за этого. Она из-за этого плохо снимается, но
Она из-за этого очень вкусная. Ну что, мои хорошие, сами видите по плотности, она идеальная. Вкусовые, ну, это стандартные. То есть, что касается специй, то есть, клалась классика. То есть, 2 перца и чеснок, ничего больше не добавлял. Каждый из вас, вот поверьте, каждый из вас сможет это сделать дома, приложив немного усилий, труда, желания. Главное желание. И Ну, я в ролике показал практически, как это без всего можно сделать. То есть я вообще изгольнулся и сделал... то есть даже можно подгадать время по тем параметрам, которые я вот задал. Ну, по крайней мере, мне кажется, это реально и возможно. люди скажут, что я обжор. Ну, вкусно, правда. Достойно получилось. Поэтому смотрите ролики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если есть какие-то пожелания, то мы сгольнемся, делаем много, разное. Да. Разную бабуевинку. Поэтому и это сможем. Пишите комментарии. Ну а тут комментарии излишние. Ну что, до новых встреч. До свидания. Пока.